суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков своего канала. Добро пожаловать, оставайтесь с нами. Смотрите видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь обязательно. И отдельное спасибо своим постоянным зрителям, своим подписчикам. Спасибо вам за ваши отзывы, за ваши приятные слова, за ваши пожелания, за вашу фантазию, за ваши предложения. И я к вам с новым узором. Ниточки у меня будут сегодня такие вот на морскую тему. В конце видео я скажу, как решила назвать данный узор. Узор классный. Узор можно, конечно, делать. Желательно все-таки 2 цвета. Но можете, конечно, придумать и больше. Итак, начнем. Давайте начнем мы с вот таких вот ярко-ярко синих голубых ниточек. Это у нас Yarn Art Baby. Что голубые, что беленькие ниточки. Это 100% акрил. Потеряла. Сейчас найду. Вот он, 100% акрил. Так, детская пряжа, 50 грамм, 150 метров. Есть моточки побольше, где 100 грамм, 300 метров. Это то же самое. Так, и нам здесь советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Вот наш крючочек 3,5 миллиметра. Ну что, свяжем? Итак, набираем синенькими ниточками 33 воздушные петельки. Раппортно состоит из 8 петелек. 8 петелек. Чтобы красиво закончилось, будем набирать 33 воздушные петельки. Итак, все как всегда, фиксируем нашу петельку. Она у нас не считается при наборе петелек, да, просто это такая вот петелька, которая у нас фиксирует. Итак, 33 воздушные петли. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Все. Вот наш будущий образец. Итак, что мы будем делать дальше? Дальше мы с вами делаем 1 воздушная петелька подъема. 1. И во вторую петельку от крючка. 1, 2. Во вторую мы вводим крючок и провязываем столбик без накида. Есть. Дальше 1 воздушная петелька. И в следующую петельку мы вяжем опять столбик без накида. Вы пока повторяете, это начало ряда, начало узора. Дальше что мы делаем? 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А в цепочке будем пропускать 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую провязываем столбик без накида. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. 1 петельку в цепочке пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А в цепочке пропускаем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую вяжем столбик без накида. Понятно, да? Тут у нас получается вот такая вот небольшая арочка, петля, арочка, петля. Сейчас мы делаем арочку. 2 воздушные петельки, а 1 петельку в цепочке пропускаем и следующую вяжем столбик без накида. Понятно? Вот. Сами до конца справитесь. Следующий у нас будет петля, потом опять арочка, петля, арочка. Угу. Давайте в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. И вот довязала практически до конца. Большая петля, столбик без накида, и заканчиваем точно так же, как и начинали. Здесь мы делаем 1 воздушную петельку и сразу же в следующий столбик провязываем столбик без накида. Угу. То есть закончили точно так же, как и начали. Вот такая вот красота получается. Дальше приступаем к нашему следующему ряду. Делаем 1 воздушную петельку подъема, поворот, и сюда же делаем столбик без накида. Так. Дальше посмотрите внимательно. Сюда, вот в эту огромную петлю, мы будем делать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше 1 воздушная петля и опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И у нас получился вот такая вот, как бы такой вот веерочек, да? Что делаем дальше? Дальше мы делаем столбик с накидом, да, здесь у нас был без накида, здесь с накидом, и мы провязываем, беря вот за петельку цепочки, крючком вводим, вытягиваем ниточку, поняли, да, то есть мы за первый ряд, вот именно за цепочку хватаемся, и провязываем столбик с накидом. Есть.
Понятно? А дальше мы провязываем опять вот в эту огромную петлю, опять делаем веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И опять сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так. А потом накид. И вот мы провязываем столбик. Вот наша большая, такая маленькая арочка, да? Но мы провязываем именно за воздушную петельку цепочки. Хоп. Подольше вы поймете. Я вам еще покажу особенность данного узора. Понятно? И до конца ряда. Веерочек, столбик, веерочек. И здесь я вам покажу, как закончим. Класс. Давайте. Так, смотрите. Провязали очередной веерочек, да? И здесь мы заканчиваем ряд. Но заканчиваем мы точно так же, как и начинали. То есть это будет не столбик с накидом, да? А это будет столбик без накида. То есть мы вот эту воздушную петельку подъема, которая у нас здесь была, вводим крючок и провязываем столбик без накида и петельку вытягиваем. Дальше, чтобы мы с вами ниточки не отрезали, мы знаем способ, как сделать, да? То есть мы с вами берем новую ниточку. Обязательно, потому что для контраста этого данного узора надо другую ниточку. Итак, зафиксировали ее вот таким вот образом. Так. Присоединили вот к этому столбику без накида, к самому первому у нас здесь. Таким вот образом. Зацепили, вытянули соединительной петелькой. Хоп. Что делаем дальше? Дальше мы делаем 4 воздушные петельки. Просто повторяйте, потом поймете. 1, 2, 3, 4. Дальше 2 воздушные петельки узора. 1, 2. Потом 2 накида. И сюда же вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2, не полностью. На этом остановились. Дальше опять 2 накида. И сюда же вводим крючок и провязываем еще один столбик с 2 накидами, но тоже не полностью. И когда у нас 3 петли будут на крючке, мы провязываем все вместе. Оп. Дальше 2 воздушные петли, накид, еще накид. И мы с вами перескакиваем сразу же, весь веерок наш перескакиваем сразу же вот к этому столбику, который цеплялся за цепочку. И сюда вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами, но тоже не полностью. Оставили. Опять 2 накида. И еще раз. 1, 2, стоп. И когда будет 3 петли, мы их провязываем вместе. А дальше делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И сюда же опять вот эти вот столбики. 2 столбика с 2 накидами, провязанными не полностью. Стоп. 2 накида. И опять провязываем столбик не полностью. И потом провязываем вместе. Хоп. Так. Вот такая вот огромная большая у нас получается рогатка. Между рогатками мы делаем 2 воздушные петельки. 1 и 2. Дальше. Опять огромная вот эта рогатка. 2 накида. И в столбик, который между 2 веерочками, да, в этот столбик мы провязываем вот эту огромную рогатку. 1, стоп. 2 накида. 1, стоп. Все вместе провязали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять 2 накида и сюда же. 1, 2, стоп. 2 накида и сюда же. 1, 2, стоп. И когда будут 3 петельки, мы провязываем их вместе. Хоп. Дальше 2 воздушные петли и повторяем. И так до конца ряда. Понятно? У вас должны получиться вот такие вот рогаточки. И в конце видео назову, как я их назвала. Расскажу, как я их назвала, вернее. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно, а там я вас встречу. Итак, смотрите, провязали практически до конца, да? Вот наши полрогатки, рогатка, рогатка, рогатка. А тут у нас должно быть полрогатки. То есть одну ножку рогатки провязали, 2 воздушные петельки, не как здесь 4, 2. И далее здесь заканчиваем ряд столбиком, обычным столбиком с 2 накидами. И провязываем мы его полностью. 1, 1. И опять вытягиваем беленькую ниточку, так? И переходим на нашу синенькую ниточку. Каким образом? Поворот. Берем синюю. Подтягиваем, но не сильно, да? Итак, вот последнюю верхушку последнего нашего столбика. Вводим вот так вот ниточку. Голубую захватываем. И
делаем петельку соединительную, так вот, раз, а дальше 3 петли подъема, которые у нас должны быть по узору. Раз, два, три. Дальше, так как у нас здесь пол рогатки, то у нас здесь будет пол веерочка, то есть 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Так, провязали. Что делаем дальше? Дальше у нас должен быть столбик с накидом, но какая особенность? Мы его будем провязывать вот за этот веерочек. Помните, у нас была арочка из одной воздушной петельки. Хватаемся за эту арочку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Вот такая будет красота. Продолжаем дальше, чтобы было понятно. Накид. И вот в эту большую арку провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 1 воздушная петелька. И опять. Раз, столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И 3 столбика с накидом. То есть поняли, да? Мы повторяем вот первоначальный наш ряд. То есть у нас веерочки всегда будут только синим цветом. Накид. И опять заходим в арочку первого веерочка, захватываем ниточку и провязываем столбик с накидом. Понятно? Давайте так далее. Опять веерочек, столбик с накидом. Веерочек, столбик с накидом. Здесь пол веерочка, и я вас встречаю. Но не сложно же? Скажите. Давайте. Итак, смотрите. Довязали веерочек, 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 а тут у нас будет пол веерочка. И заканчиваем точно так же, как начинали. То есть провязываем в петли подъема, вот эти вот. Мы с вами будем провязывать столбик обычный с накидом. Раз, раз, и петельку потянули. Все, синенькую ниточку оставили. Переходим опять к белой ниточке. Так, немножко ее подтянули, но не сильно. И за 3-ю петлю подъема, вот эта 3-я петелька, мы хватаемся и делаем соединительную. Сейчас я подтяну немножко еще беленькую. И делаем соединительную петельку. Дальше по узору у нас идет воздушная петля и столбик без накида сюда же. Есть. Дальше что мы делаем? Мы делаем 1 воздушную петельку, 2 накида и переходим вот в этот столбик, который соединялся у нас с первым веерочком, да? И в него провязываем 2 неполных столбика с 2 накидами. Раз, два, стоп. 2 накида. Еще раз. Раз, два, стоп. И когда 3 петельки, провязываем их вместе. Есть. Дальше опять. Помните, как мы вязали беленький ряд? Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И сюда же 2-я ножка нашей рогатки. Раз, два, стоп. Раз, два, стоп. И вместе провязали. Опять 2 воздушные петельки. И точно так же продолжаем провязывать наши вот эти большие рогатки. Ну скажите, 2 получается ряда узора. Веерочек, рогатка, веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Все. Вот так вот перебирать. Все рогатки у нас с вами получаются белые, а все веерочки у нас с вами получаются синие. Давайте вырастим ряд, да, несколько рядочков. Посмотрим, что получается. Зафиксируем, померяем и поговорим. Договорились? Давайте. Встречаемся через несколько рядов. Итак, девчат, смотрите. Вот такая вот красота получается. Провязала несколько рядочков. Так. Вот изнаночка. А может быть лицевая. Почему? Потому что, видите, получается с одной стороны изнаночные веерочки, потом лицевые, изнаночные, лицевые. Точно так же и с вот этими вот галочками, да. То есть получается изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые. То есть что так, что так. Тут в зависимости от того, какая сторона вам просто понравится больше, да. Внизу, естественно, акрил мягенький. Что это может быть? Ну, пледик однозначно, да. Кофточки, кардиганчики, в зависимости от цвета, который вы добавите. То есть, может быть, это какая-нибудь цветочная поляночка или что. И тут я вам обещала, что расскажу, как я решила назвать этот узор. Решила назвать его чайки. Чайки на море, да? Такие вот чаечки, чаечки, чаечки. Итак, мы с вами набирали 33 воздушные петельки для образца. И если эта же плотность, если этот же крючок, если этот же данная пряжа, то это у нас получается, ну вот 17 с хвостиком, да? 17 с хвостиком сантиметров. И если мы замерим по самой высокой, получается, выступающей части, то это у нас будет, ну, 10 тоже с хвостиком сантиметров. Так? То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и воздушная цепочка, да, 9 рядов с цепочкой. Класс? Я думаю, что класс.
Обязательно попробуйте, обязательно свяжите. Топики обязательно могут быть, да, маечки, топики, шарфики, снудики, в зависимости от толщины ниточки. Разнообразие изделий из данного узора очень большое. Я надеюсь, вам понравилось. Нажимайте на лайк, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.